Всем здравствуйте! Сегодня я предлагаю вашему вниманию узор, который называется «Зыбучие пески». Другое название этого узора — лианы. И действительно, узор напоминает переплетение листьев, ветвей и стеблей или передвижение песка. Это узор из книги известного дизайнера Норы Гоан. Таким узором можно связать джемпер, футболку, пуловер или кардиган. Будет красиво смотреться, интересно и современно, так как сейчас на пике популярности всевозможные косы, араны и переплетения. Друзья, перед вами схема узора. Пустые клеточки на схеме — это лицевые петли. Горизонтальные черточки — это изнаночные петли. Вот такие галочки — это скрещенная лицевая петля. Также на схеме есть вот такие обозначения черного цвета и голубого цвета. Это перекрещивание петель вправо, влево. Эта схема предназначена для кругового вязания. Это японская схема. И все японские схемы предназначаются для вязания по кругу. То есть при вязании по кругу все ряды вяжем справа налево. И четные, и нечетные. По условным обозначениям этой схемы. Для того, чтобы вязать поворотными рядами, мы лицевые ряды вяжем справа налево по условным обозначениям схемы 1, 3, 5, 7, 9, 11 и так далее. А четные ряды 4, 6, 8, 10, 12 и так далее вяжем слева направо по условным обозначениям наоборот. То есть видим изнаночную, на ее месте вяжем лицевую. Видим лицевую, вяжем изнаночную. Конкретно на этой схеме все четные ряды при вязании поворотными рядами вяжем по рисунку. То есть ту петлю, какую видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. А вот эти вот скрещенные петельки, которые провязываются в лицевом ряду скрещенными лицевыми петлями, в изнаночном ряду мы их провязываем изнаночными скрещенными петельками. Только такая особенность вязания четных изнаночных рядов. Нужно обращать внимание вот на эти петли, провязывать их изнаночными скрещенными. А так все остальные петли вяжем по рисунку в изнаночных четных рядах при поворотном вязании. Только вот такая особенность этих скрещенных петель здесь у нас. Раппорт узора вверх по вязанию у нас начинается с 3-го ряда и заканчивается 18-м рядом. То есть на схеме указаны 2 подготовительных ряда. Первый лицевой подготовительный ряд, мы его вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. И второй подготовительный ряд изнаночный, мы вяжем его при поворотном вязании слева направо по условным обозначениям схемы. Один раз, получается, мы провязываем с 1-го ряда по 18-й. И далее начинаем повторять узор вверх по вязанию с 3-го ряда по 18-й. Схема считается высокого уровня сложности. Но я покажу, как провязывать вот такие обозначения, перекрещивание петель вправо, влево. Очень просто, быстро и легко, без дополнительной спицы. Поэтому с такой схемой справится любой начинающий любитель вязания, кто только недавно взял спицы в руки. Раппорт узора в ширину составляет 28 петель.
Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора по кругу, ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта на 28, плюс добавляете еще 2 кромочные петли. Для вязания поворотными рядами ваше количество петель должно делиться на 28 на число петель раппорта, плюс добавляете 2 кромочные петли. Я для образца поворотными рядами набрала 30 петель. Это 28 петель, 1 раппорт узора, плюс 2 кромочные петли. 30 петель. Завязала нити на узелок и начинаю провязывать первый лицевой подготовительный ряд. Вот такие вот обозначения здесь сбоку. Это кромочная петля. Снимаю кромочную петлю. Далее идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Далее идут 6 лицевых петель. После классического набора петель петли расположены классически, как при классическом способе вязания. То есть я в этом ряду буду провязывать лицевые петли за переднюю стенку, как при классическом способе вязания. А со второго ряда перейду на бабушкин способ вязания, так как я буду вязать узор бабушкиными петлями. Только в этом первом ряду я вяжу после набора петель петли лицевые классические. 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночные петли далее идут. Я их вяжу так же, как и при бабушкином способе вязания. В этом ряду 5 изнаночных. 1. Это не имеет значения. 2, 3. Как вязать изнаночные петли после набора после классического набора петель. Итак, 5 изнаночных петель. Далее у нас идет вот такая галочка. Это означает скрещенная лицевая петля. Так как я сказала, что уже вяжу лицевые петли классическим способом, то у меня вот эта петля расположена классически, лицевая петля. Ее правая сторона, правая дужка, вот она, находится перед спицей. Поэтому я скрещенную лицевую петлю провязываю следующим образом. За заднюю стенку, вот так. И у меня получилась скрещенная лицевая петля. Так я провязываю скрещенную лицевую петлю, повторяю только в первом лицевом ряду. Далее идут 2 изнаночные петли. 1, 2. Далее идут 6 лицевых петель. Лицевые петли я вяжу классически. 1, 2, 3, 4, 5. За передние стенки. Далее идут 2 изнаночные петли. И далее, так как я вяжу лицевые петли классическим способом, для меня скрещенная лицевая будет петля, провязанная за заднюю стенку. Вот так. Провязала скрещенную петлю лицевую и изнаночная петля, изнаночная. И кромочная петля, вот такими знаками, крестиками обозначена здесь. Кромочная петля. У меня изнаночная, бабушкина. Вы вяжите кромочные, как вы привыкли. Мы провязали первый лицевой подготовительный ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. И начинаем провязывать второй подготовительный изнаночный ряд. Слева направо. По условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Получается так, что у нас все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Только обращаем внимание на скрещенные петли. Их провязываем скрещенными изнаночными. Итак, смотрим. Далее у нас идет, видим лицевая, вяжем. Я уже начинаю вязать бабушкиными петлями. Видим лицевую, вяжем лицевую петлю. Далее у нас
провязали вот эту петлю наоборот, вместо изнаночной лицевую. Далее у нас в лицевом ряду была скрещенная лицевая петля. Вот она здесь выглядит как изнаночная. Мы должны провязать ее изнаночной скрещенной петлей. Я уже вяжу эту петлю, как при бабушкином способе, изнаночной скрещенной. Перевожу нить вперед работы и провязываю эту петлю изнаночной петлей за заднюю стенку. Вот так. Бабушкиной петлей за заднюю стенку. Далее у нас, видим, вот 2 лицевые вяжем. Уже можно не смотреть, это были 2 изнаночные. Можно смотреть на схему. 2 лицевые. Далее у нас 6 изнаночных видим. Это были 6 лицевых. Вот здесь. 1, 2 изнаночная, 3, 4, 5, 6. Далее видим 2 лицевые. Так и вяжем 2 лицевые. Это были 2 изнаночные петли. В лицевом ряду подошли к скрещенной лицевой петле, которую провязывали с лица. Вот она. Здесь она изнаночная петля. Провязываем ее изнаночной скрещенной за заднюю стенку. Переводим нить вперед работы. Правую спицу заводим сзади работы в петлю слева направо за заднюю стенку. Подхватываем нить и провязываем изнаночную скрещенную петлю. Далее у нас идут лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3. То есть по рисунку. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее идут у нас изнаночные петли. Вот видим изнаночные, по рисунку вяжем. Вяжем изнаночную. То есть те петли, какие видим, такие вяжем. Далее видим 4 лицевые петли. Это были 4 изнаночные петли. 1, 2, вот 3. Видим лицевую, вяжем лицевую, 4. Кромочная петля у меня изнаночная бабушкина. Вы провязываете кромочные так, как вам нравится. Мы провязали 2 подготовительный изнаночный ряд. И далее начинаем вязать узор по схеме 3-го ряда. 3-й лицевой ряд. 3-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут у нас 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Затем идет вот такое обозначение. Это означает перекрестить 6 петель с наклоном вправо, в правую сторону. Для этого мы нить рабочую переводим вперед работы. И вот у нас эти 6 петель перед нами. Первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. 1, 2, 3. Переводим нить обратно за работу, возвращаем. Смотрим, чтобы она здесь не провисала, но и туго не была натянута перед переснятыми петлями, а лежала свободно на полотне. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3 лицевая петля. На правой спице 3 переснятые петли, перед ними проходит нить и 3 провязанные петли. Теперь работу наклоняем на себя и левую спицу слева направо вводим в переснятые петли. Вот так это выглядит. И теперь правую спицу выводим из всех 6 петель
придерживая пальцами провязанные петли. И теперь провязанные петли возвращаем на правую спицу. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас провязанные петли, на левой 3 непровязанные петли. Провязываем непровязанные петли. 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая петля. Мы перекрестили с наклоном в правую сторону, вправо, 6 петель без дополнительной спицы. Далее у нас идут 5 изнаночных петель. Провязываем 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Затем идет скрещенная лицевая петля, которая обозначена галочкой на схеме. Я эту скрещенную лицевую петлю буду провязывать с наклоном влево. Я вяжу бабушкиным способом вязания. Правая стенка моей петли, правая стенка находится за спицей, поэтому я могу провязать скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку, вот так. И у меня тоже получится скрещенная лицевая петля, но она получится с наклоном вправо. Мне же нравится, когда скрещенная лицевая петля провязывается с наклоном влево, поэтому я разворачиваю петлю вот таким образом, подхватываю сзади, работаю ее слева направо за заднюю стенку, вот так разворачиваю и теперь провязываю эту петлю за заднюю стенку, вот так. Я провязала скрещенную лицевую петлю с наклоном влево. Далее идут 2 изнаночные петли, 1, 2 и 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем 2 изнаночные петли и скрещенная лицевая петля. Разворачиваю петлю и провязываю ее за заднюю стенку скрещенной лицевой петлей и 1 изнаночная петля. И кромочная петля у меня изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 3 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону, 2 изнаночный ряд, 4 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее видим лицевую, вяжем лицевую, по рисунку вяжем изнаночные петли. Далее у нас была скрещенная лицевая петля вот здесь, в лицевом ряду. В изнаночном ряду эту петлю мы должны провязать изнаночной скрещенной петлей. Переводим низ вперед работы. Правую спицу заводим за заднюю стенку петли, слева направо, вот так. Подхватываем рабочую нить и провязываем изнаночную скрещенную петлю за заднюю стенку. Далее идут, по рисунку смотрим, 2 лицевые петли. Видим лицевые, вяжем лицевые. Далее у нас идут 6 изнаночных петель. Вот мы видим 6 изнаночных, вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видим 2 лицевые, вяжем 2 лицевые. Это были вот здесь 2 изнаночные в лицевом ряду. Далее у нас была в лицевом ряду скрещенная лицевая петля. Вот здесь. Вот здесь у нас изнаночная петля. Мы должны провязать эту петлю изнаночной скрещенной петлей. Провязываем изнаночную петлю за заднюю стенку скрещенную. Далее по рисунку опять вяжем
были изнаночные 5 петель. Вот здесь видим 5 лицевых петель. Какие видим, такие и вяжем. 1, 2 лицевая, 3, 4, 5 лицевая петля. Далее мы здесь жгутик провязывали. У нас здесь все петли смотрятся как изнаночные. То есть они были у нас лицевыми. Было 6 лицевых петель в предыдущем лицевом ряду. Здесь это 6 изнаночных петель жгутика в изнаночном ряду. 1, 2 изнаночная, 3 изнаночная петля, 4, 5 и 6 изнаночная петля жгутика. Далее у нас идут 4 лицевые петли. Это были 4 изнаночные петли. Провязываем 1, 2, то есть те петли, какие видим, такие вяжем. 3, 4 и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 4 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 5 лицевой ряд. 5 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. 2 изнаночные петли. И далее нужно перекрестить 5 петель с наклоном вправо. Вот эти 5 петель. Переводим нить вперед работы. Придерживаем ее здесь пальцем. Первые 2 петли переснимаем, не провязывая. Нить возвращаем за работу. Следим, чтобы она здесь у нас свободно лежала и не натянута была, но и не висела. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая петля и 3 лицевая петля. На правой спице 2 переснятые петли и 3 провязанные петли. Наклоняем работу на себя. Левую спицу сзади работы вводим в переснятые петли слева направо. Вот так. Теперь придерживаем пальцами провязанные петли и правую спицу выводим из всех 5 петель. Возвращаем провязанные петли на правую спицу и вот так перекрещиваем петли. На правой спице 3 провязанные петли, на левой 2 непровязанные. Провязываем 2 лицевые непровязанные петли. Вот так мы перекрестили 5 петель с наклоном влево. Далее у нас идут 3 лицевые петли. 1, немножко здесь перевернуто получились, но я вяжу бабушкиным способом, вот так. 3, 3 лицевые петли. Далее идут 1, 2, 3, 4, 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 изнаночная петля. И далее нам нужно перекрестить 4 петли с наклоном влево. Вот эти вот синие такие линии, это все у нас здесь с наклоном влево. Перекладины здесь показывают влево. Перекрещивание влево петель. Итак, 4 вот эти 1, 2, 3, 4 петли перекрестить влево. Переснимаем нить за работой. Переснимаем на правую спицу 3 петли, не провязывая. 1, 2 и 3. 4 петлю провязываем изнаночной петлей. На правой спице 3 переснятые петли и 1 провязанная.
Перед работой левую спицу вводим слева направо в переснятые петли. Вот так это выглядит. Придерживаем провязанную петлю пальцами и выводим правую спицу из всех 4 петель. И возвращаем на правую спицу провязанную петлю. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас провязанная петля, а на левой 3 непровязанные петли. И провязываем их изнаночная, потом скрещенная лицевая, изнаночная. Провязываем изнаночная петля, скрещенную лицевую провязываем, разворачиваем петлю и провязываем ее за заднюю стенку. Провязали скрещенную лицевую и изнаночная петля. Вот так у нас получилось. Вот здесь идет дорожка из скрещенных петель. Мы перекрестили без дополнительной спицы 4 петли с наклоном влево. Далее идут 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем идут 2 изнаночные петли, скрещенная лицевая петля. Разворачиваю и провязываю за заднюю стенку. И изнаночная петля. И кромочная петля изнаночная. Бабушкина петля. Мы провязали 5 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем по рисунку, как смотрят петли, изнаночный ряд самостоятельно. Вот эти петли, которые у нас были скрещенные лицевые в лицевом ряду, провязываем с изнаночной стороны скрещенными изнаночными, то есть изнаночными петлями за задние стенки. Я провязала 6-й изнаночный ряд, вязала его следующим образом. Кромочную петлю я сняла, далее провязала вместо изнаночной петли лицевую, затем у меня была лицевая петля скрещенная в лицевом ряду. Здесь я провязала изнаночную скрещенную. Затем 2 лицевые провязала. Затем 6 изнаночных провязала. Потом лицевую. Затем изнаночную скрещенную. Потом 6 лицевых. 6 лицевых. И потом провязала изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 изнаночных. И 2 лицевые. И закончила 6-й ряд кромочной петлей. Так я провязала. Работу вот так. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Изнаночная петля. Затем нам необходимо перекрестить 4 петли с наклоном вправо. Вот эти петли. Переводим нить вперед работы. Переснимаем 1 петлю, не провязывая, на правую спицу. Возвращаем нить за работу и провязываем следующие 3 петли лицевыми. 1, 2 и 3 лицевая петля. На правой спице 1 переснятая петля и 3 провязанные. Наклоняем работу на себя, заводим левую спицу в переснятую петлю, вот так. Придерживаем пальцами 3 провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. Возвращаем на правую спицу 3 провязанные петли. И вот так перекрещиваем вправо. Здесь 3 петли и снизу 1 петля, сверху 3 петли провязанные. И провязываем 1 непровязанную петлю. Вот так
это выглядит. Далее у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2 лицевая, 3, 4 и 5 лицевая петля. Далее идут 3 изнаночных петли, 1 лицевая, 3 изнаночных петли, 1, 2, 3, 1 лицевая петля и 1 изнаночная петля, 1 изнаночная петля. Далее нам нужно перекрестить 4 петли с наклоном влево. Нить у нас за работой. На правую спицу переснимаем первые 3 петли, не провязывая. 1, 2 и 3. 4 петлю провязываем изнаночной петлей. На правой спице у нас 3 переснятые петли и 1 провязанная. Перед работой левую спицу вводим в переснятые петли слева направо. Вот так. Придерживаем пальцами провязанную петлю и выводим правую спицу из всех 4 петель. И возвращаем провязанную петлю на правую спицу. И вот так перекрещиваем петли. На правой спице у нас провязанная петля 1, на левой не провязанная. 3 петли. И провязываем эти 3 петли. Изнаночная петля, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Изнаночная петля, лицевая скрещенная. Разворачиваем петлю и провязываем ее за заднюю стенку. И изнаночная петля. Вот так это выглядит. Далее у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3, 4 и 5 лицевая петля. Далее идут 4 изнаночные петли. 1, 2, и далее у нас идут 4 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2, 3 изнаночная петля. Провяжем вот эту петлю, она здесь была у нас скрещенная петля. Провяжем ее изнаночной за заднюю стенку. 3 изнаночная петля и 4 изнаночная петля. И кромочная петля изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 7 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 8 изнаночный ряд. Следующим образом кромочную петлю снимаем, далее вяжем по рисунку 4 лицевые петли, 5 изнаночных петель, лицевая петля, изнаночная скрещенная петля вместо лицевой скрещенной, которая здесь указана, потом 3 лицевые петли, 1 изнаночная петля, 3 лицевые петли и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 изнаночных петель и лицевая петля. И в конце 8 ряда
кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязываем 8 ряд самостоятельно. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее нам нужно перекрестить 4 петли с наклоном вправо. Переводим нить вперед работы. Одну петлю переснимаем на правую спицу, не провязывая. 3 петли провязываем. 1, 2, 3. На правой спице 1 петля переснятая и 3 провязанные петли. Наклоняем работу на себя, заводим левую спицу в переснятую петлю, не провязанную, вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас 3 провязанные петли, на левой спице 1 не провязанная петля. Провязываем ее изнаночной петлей. Вот так это выглядит. Далее у нас идут 6 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля, 4, 5, 6 лицевая петля. Далее идут 2 изнаночные петли. 2 изнаночные провязываем. Далее нам нужно перекрестить 2 петли с наклоном вправо. Петли должны быть расположены как при классическом способе вязания. Смотрим, как расположены петли. Вот правая дужка петли должна быть перед спицей. Эта петля у меня была правильно расположена, вот правая дужка перед спицей, а эту петлю вторую я разверну. Правая дужка этой петли находится за спицей, как при бабушкином способе вязания. Поэтому я разворачиваю петлю, меняю ее положение на классическое и возвращаю 2 петли на левую спицу. Теперь правые дужки петель находятся перед спицей. Если вы вяжете классическим способом вязания, то разворачивать петли не нужно. Вот. И теперь провязываем эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки, вот так. Но петли не сбрасываем со спицы. Вот эти 2 петли не сбрасываем. А вторую петлю, вот эту вторую петлю, еще раз провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Вот так. И теперь сбрасываем обе петли с левой спицы. Мы перекрестили 2 петли с наклоном вправо. Далее идут 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная петля. Далее нам нужно перекрестить 5 петель с наклоном влево. Вот эти 5 петель. Первые 3 петли нить за работой переснимаем на правую спицу, не провязывая. Первые 3 петли переснимаем, вот они. Следующие 2 петли провязываем изнаночными петлями. 1 изнаночная и 2 изнаночная петля. На правой спице 3 переснятые петли и 2 провязанные петли. Левую спицу перед работой вводим в переснятые непровязанные петли, вот так. Придерживаем провязанные петли и выводим правую спицу из всех 5 петель. Возвращаем на правую спицу
провязанные петли. И вот так перекрещиваем петли в левую сторону, влево. И теперь провязываем непровязанные 3 петли. Изнаночная петля, лицевая скрещенная и изнаночная петля. Изнаночная петля, лицевая скрещенная петля и изнаночная петля. Вот так это выглядит. Далее у нас идут 3 лицевые петли и 4 изнаночные петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 и 4 изнаночные петли. 1, 2, 3 и 4 изнаночная петля. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля у меня. Мы провязали 9 ряд. Вот так уже начинает выглядеть узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем самостоятельно 10 изнаночный ряд следующим образом. Кромочную петлю снимаем, далее вяжем по рисунку 4 лицевые петли, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 5 изнаночных петель, 5 лицевых петель, извиняюсь, 2 изнаночные петли, то есть по рисунку 2 лицевые, 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных, 1 лицевая и 3 изнаночные петли. И кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязываем самостоятельно 10 ряд. Я провязала 10 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 11 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаю. И далее мне нужно перекрестить 3 петли с наклоном вправо. Вот эти 3 петли. Переводим нить вперед работы. Переснимаем 1 петлю, не провязывая. Возвращаем нить за работу. И следующие 2 петли одиннадцатый лицевой ряд. Кромочную петлю переснимаем. Далее нужно перекрестить 3 петли с наклоном вправо. Переводим нить вперед работы. 1 петлю переснимаем, не провязывая, на правую спицу. Нить возвращаем за работу. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая петля. Наклоняем нить, работу на себя. Левую спицу заводим в переснятую петлю слева направо. Вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 3 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем 3 петли. На правой спице 2 провязанные петли, на левой 1 непровязанная петля. Провязываем ее изнаночной петлей. Вот так это выглядит. Далее у нас идет изнаночная петля, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, изнаночная петля. И далее нужно перекрестить 3 петли с наклоном вправо. Вот эти 3 петли. Нить переводим вперед работы. 1 петлю переснимаем, не провязывая, на правую спицу. Нить возвращаем за работу. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая, 2.
На правой спице 1 не провязанная петля и 2 провязанные. Наклоняем работу на себя и левую спицу вводим в переснятую петлю. Вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 3 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем вправо эти петли. На правой спице 2 провязанные петли, на левой спице не провязанная. Провязываем ее лицевой петлей. Вот так. Мы перекрестили петли. Далее у нас идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4 изнаночная петля. Далее нам нужно перекрестить 6 петель с наклоном влево. Вот эти 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нить у нас за работой. Первые 3 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Вот так. Следующие 3 петли провязываем лицевыми. 1 лицевая, 2 лицевая и 3 лицевая петля. На правой спице у нас 3 переснятые петли и 3 провязанные. Перед работой слева направо заводим левую спицу в переснятые петли. Вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 6 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем. На правой спице у нас 3 провязанные петли, на левой спице 3 непровязанные петли. И провязываем их изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная петля и изнаночная петля. Вот так это выглядит. Далее у нас идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 11 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 12 изнаночный ряд. Самостоятельно следующим образом. Кромочную петлю снимаем, далее вяжем по рисунку 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых петель, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля, 3 изнаночные петли, 4 лицевые петли, 3 изнаночные петли, 1 лицевая петля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 изнаночных петель, 2 лицевые петли и 2 изнаночные петли. И в конце ряда 12 кромочная петля изнаночная бабушкина. Провязываем самостоятельно 12 изнаночный ряд. 13 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее нам нужно перекрестить 2 петли с наклоном вправо. Я вот так вот просто сниму эти петли. Вот так их поменяю местами. Вот так. И теперь провяжу первую петлю лицевой петлей, а вторую петлю провяжу изнаночной петлей. Я просто руками перекрестила эти 2 петли. Дальше идут 2 изнаночные петли. 1, 2 изнаночная петля, 6 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нам нужно перекрестить
4 петли с наклоном вправо. Переводим нить вперед работы. Одну петлю переснимаем, не провязывая, на правую спицу. Нить возвращаем за работу. И 3 лицевые петли провязываем. 1, 2, 3. Наклоняем работу на себя. Заводим левую спицу в переснятую петлю. Вот так. Придерживаем пальцами провязанные петли. Выводим из 4 всех петель правую спицу и возвращаем на нее провязанные 3 петли. И вот так перекрещиваем. С наклоном вправо на правой спице провязанные петли, на левой не провязанная. Провязываем непровязанную петлю изнаночной петлей. Так у нас получается. Далее 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Далее идут 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Затем нам нужно перекрестить 5 петель с наклоном влево. Рабочая нить за спицей. Вот 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы 3 петли переснимаем, не провязывая, на правую спицу. 1, 2 и 3. Следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая и 2 лицевая петля. Затем перед работой левую спицу вводим слева направо в 3 переснятые петли. Вот так. Выводим правую спицу из всех 5 петель и возвращаем на правую спицу провязанные 2 петли. И вот так перекрещиваем петли с наклоном влево. И теперь провязываем вот эти петли. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Изнаночная петля. Лицевая скрещенная петля. И изнаночная петля. Так у нас получается. И далее у нас идут 2 изнаночные петли. 1, 2. И кромочная петля изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 13 лицевой ряд. Вот так он уже смотрится. Узор. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать самостоятельно 14 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее по рисунку вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная, лицевая, 5 изнаночных петель, 5 лицевых петель и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 изнаночных петель, 3 лицевые петли, 1 изнаночная и в конце ряда кромочная. Провязываем 14 изнаночный ряд самостоятельно. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Вот так уже получается узор. 15 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. И далее нам нужно перекрестить 4 петли с наклоном вправо. Переводим нить вперед работы. Переснимаем 1 петлю, не провязывая, на правую спицу. Нить возвращаем за работу и провязываем 3 лицевые петли. 1,
вторая и третья лицевая петля. На правой спице 1 переснятая петля и 3 провязанные. Наклоняем работу на себя и за работой левую спицу вводим в переснятую петлю. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 4 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли и вот так перекрещиваем 3 петли и 1. На правой спице 3 провязанные петли, на левой 1 не провязанная, которую провязываем изнаночной петлей. Мы перекрестили 4 петли с наклоном вправо. Далее провязываем 2 изнаночные петли, 1 вторая. Далее вяжем лицевую скрещенную петлю. Вот так разворачиваем петлю и провязываем ее за заднюю стенку. Далее 2 изнаночные петли, 1 вторая. И 5 лицевых петель. Здесь у меня получилось так, чтобы не скрещенные были они. 1, вторая, 3, 4 и 5. И далее нам нужно перекрестить 4 петли с наклоном влево. Рабочая нить у нас за работой. 1 петлю переснимаем, не провязывая. Нить. Переснимаем 3 петли, не провязывая. Нить у нас за работой. 1 петлю провязываем лицевой петлей. На правой спице у нас 3 переснятые не провязанные петли и 1 провязанная. Перед работой левую спицу вводим слева направо в переснятые петли. И правую спицу выводим из всех 4 петель. Возвращаем провязанную петлю на правую спицу и вот так перекрещиваем. На правой спице провязанная петля, на левой 3 непровязанные. И провязываем непровязанные петли. Изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Изнаночная петля, лицевая скрещенная петля и изнаночная петля. Далее у нас идет изнаночная петля и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 15 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 16 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем по рисунку 2 лицевые петли. 1 изнаночная скрещенная, то есть изнаночная петля за заднюю стенку, 1 лицевая петля, затем 6 изнаночных петель, 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная за заднюю стенку изнаночная петля, 3 лицевые петли и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 изнаночных петель и далее 4 лицевые петли и в конце ряда кромочная петля. Провязываем самостоятельно 16 ряд таким образом. 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые петли. Далее нам нужно перекрестить 5 петель с наклоном вправо. Переводим нить вперед работы. 2 петли переснимаем на правую спицу, не провязывая. Возвращаем нить за работу. И затем провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3 лицевая петля. На правой спице у нас
2 переснятые петли и 3 провязанные петли. Наклоняем работу на себя, левую спицу заводим слева направо в переснятые 2 петли. Придерживаем пальцами провязанные петли и выводим правую спицу из всех 5 петель. Возвращаем на правую спицу провязанные петли. И вот так перекрещиваем 3 и 2 петли с наклоном вправо. Сверху у нас 3 петли, снизу 2. На правой спице провязанные петли, на левой не провязанной. Провязываем непровязанные петли 2 изнаночными. Вот так вот заводим нить и провязываем 2 изнаночными петлями 2 петли не провязанные. Вот так это выглядит. Далее у нас идут 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Затем идет 1 изнаночная. Затем идет 1 лицевая петля скрещенная. 2 изнаночные петли. 1, 2. Затем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее нам необходимо перекрестить 4 петли с наклоном влево. Нить у нас находится за работой. Первые 3 петли переснимаем, не провязывая, на правую спицу. 4-ю петлю провязываем изнаночной петлей. На правой спице 3 переснятые петли, на левой 1 петля. И на правой спице 3 переснятые петли и 1 петля провязанная. Перед работой левую спицу вводим в переснятые петли. Вот так. Придерживаем пальцами провязанную петлю и выводим правую спицу из всех 4 петель. Возвращаем на правую спицу провязанную петлю. И вот так перекрещиваем с наклоном влево. Сверху у нас 3 петли, снизу 1 петля. И теперь провязываем непровязанные 3 петли, которые у нас оказались на левой спице. Изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Провязываем изнаночную петлю, скрещенную лицевую петлю и изнаночную петлю. И кромочная петля у нас изнаночная. Мы провязали 17 лицевой ряд. Вот так у нас выглядит сейчас вязание. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вот такая изнаночная сторона, достаточно гладкая получается. И начинаем провязывать последний 18 изнаночный ряд. Раппорта вверх в высоту самостоятельно. Кромочную петлю снимаем. Далее по рисунку вяжем лицевую петлю. Затем провязываем изнаночную скрещенную петлю вместо этого обозначения в изнаночном ряду. Далее 2 лицевые петли. Затем 6 изнаночных петель, 2 лицевые.
Вместо лицевой скрещенной в изнаночном ряду провязываем изнаночную скрещенную за заднюю стенку, изнаночную петлю, затем 5 лицевых петель, затем 6 изнаночных петель и 4 лицевые петли. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Провязываем 18 ряд самостоятельно и далее начинаем повторять раппорт узора вверх по вязанию с 3-го ряда по 18 ряд, необходимое число раз. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, узор вам понравился и понравился мастер-класс. Я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. До новых встреч на канале. Пока-пока.